Ребята! Смотри, вы ведь эти, блин! Это же Тим, черт возьми! Пришло время все исправить. Что? С этого дня мой канал прекращает свое существование. Вместе со мной. И тем не менее, какое же интересное у вас хобби, мистер Харрис? Ого! Что происходит? Так, погодите-ка. Фанатики GDH, взорванная Джоди Арист, протесты в угоду живых автоматонов. Это все, конечно, круто и чудесно, но вопрос, а где мафия? Куда она делась? Я не знаю, может быть мне уже самому сгонять к Санчезу и посмотреть, что он там делает? Кстати, а ведь это хорошая идея, да? Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Погнали к Санчезу и поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы ничего не поняли. Да, на самом деле мы не поняли еще давно. Ровно в тот момент, когда Санчез хотел мне что-то рассказать, и бам! Его отвлекают прямо на производстве. Заметили вы или нет, но с тех пор за все эти серии ни слуху, ни духу. А еще Саймон Солус, который спалил мне подпольную встречу Марла и Евсея. Они явно общаются о чем-то важном, это 100%. Казалось бы, все это мелкие детали, но при этом пипец какие путающие. Мне реально уже непонятно, кто тут за меня, а кто против меня. Может быть, я просто сам за себя? Так, короче, давайте честно, из-за этого Нового года, посиделок, подарков, подготовки и так далее, скорее всего, и вы потеряли главную нить повествования. Надо возвращаться в основной поток. И начнем мы как раз-таки с Санчеза. Время у нас 8:18, денег 3100, окей. По сообщениям что-то есть, Дилан. Эй, Ло, слушай, ты прости, что вчера так и не написал. Мы с Солусом были очень заняты. На самом деле, по поводу Джоди. Оказывается, это был план Солуса. Он специально оставил след так, чтобы Джоди к нему пришла. Прикинь? Чё? Подожди, то есть Солус был уверен, что у него получится взорвать Джоди? Ого, прикольно. Ага, забавно вышло. Кстати, знаешь, как Солус не палит свои счета и транзакции? Он такую штуку изобрел. Чейн-блок называется. Саймон хранит деньги в хэшированных цепях символов, которые особым образом расположены в блоках кода. Круто, да? Хотя, если честно, я сам не знаю, как это работает. Короче, ладно, это все не важно. Я о другом хотел спросить. Ты не мог бы... Ладно, забей. Сам придумаю что-нибудь. Раз уж я бездомный, сегодня зайду к вам чуть позже. Пойдем пройдемся с тобой и с Ричардом. Брай сегодня с Гленом по магазам. С ними как-то неловко. Короче, ждите меня. С тобой и с Ричардом? Окей. Эй, Ло, с тобой чё? Ты чё выглядишь таким нервным-то? Вчера домой тоже вернулся каким-то пришибленным. Я не буду расспрашивать тебя о том, что произошло. Скорее всего, это как-то связано с тем, что я не хочу знать. Да, иначе бы Дилан мне уже все растрепал, я уверен. Но, Ло, в любом случае, я уверен, ты совсем справишься. Да, как-никак у тебя хорошо получается вылезать сухим из воды. Как бы тебя подбодрить-то только... Слушай, а хочешь, я тебе завтрак приготовлю? Ричард, да все нормально. Только если это будет что-то мясное. Спрашиваешь еще? Давай, конечно. Эй, Ричард, я не особо верю в твои навыки готовки. Спрашиваешь, давай. О, вот и хорошо. Тогда пойдем на кухню. Пойдем. Так, погоди-ка, на всякий случай. Покормить персика, про него не забываем. Еще. Погладить. Все, супер. Глен? А ты что это тут стоишь? О, Ложка, привет. Я почти не спал, но я, такой довольный. Да? А что такое? Да вот, решил вернуться в War Thunder. Мне столько подарков на входе насыпали. А ты? Ты сам играешь? Да, спрашиваешь. А кто не играет? Это ведь реально крутой экшен War Thunder! Добро пожаловать в бесплатный многопользовательский экшен, где в реалистичных локациях со всего мира происходят динамичные битвы, морские баталии кораблей, воздушные схватки самолетов с вертолетами и эпические танковые сражения. При всем этом все эти разные типы техники сходятся на одной карте, и все это War Thunder! Игра, кстати, доступна на ПК, Xbox и PlayStation. Уже прямо сейчас вы можете погрузиться в атмосферу
атмосферу схватки и ощутить масштаб яростных сражений. А огромный список доступной техники от середины 20 века и до современности щедро приправит ваши впечатления об игре. Если что, вся техника в игре прокачивается и улучшается. И плюс к этому добавляется невероятное количество элементов кастомизации и скинов, позволяющих придать вашим боевым машинам уникальный облик. Например, вот так. Идеально. Ну и, наверное, самая важная и полезная информация для новичков и старичков. Недавно в War Thunder вышло новое обновление под названием «Активный поиск». Отныне в игре появились авиация Бенилюкса и в том числе знаменитый голландский Фоккер G1A. А еще абсолютно новые ракеты с радиолокационным наведением. А также 2 карты для морских и воздушных сражений. Загадочная долина и Берингово море. И самая приятная вишенка на торте. В игру добавили десятки небольших улучшений по запросам сообщества. Одна из немногих игр, где прислушиваются к сообществу. Ну, молодцы. Прямо сейчас скачайте War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получайте крутые бонусы. Самолет Ла-5 и танк Т-34 в аренду на неделю. Помимо этого, для них уникальные скины, топовый декоратор Ярость Медведя, 100 тысяч серебра, 3 премиум машины в подарок и неделя премиум аккаунта. Жирно на самом деле, да? Жирно. Ну, ничего. На самом деле есть еще куча других подарков. Поспешите, ребята, ведь сезон бонусов скоро закончится. А вообще, да, это реально крутой экшен. Супер хорош. Как-нибудь сыграем вместе. А сейчас я пойду спать. А то тренировки с командой никто не отменял. Давай. Спокойной ночи. А скорее утра. War Thunder, ребята, как говорится, ссылка все еще в описании. Спасибо. Так, Ричард, не теряй меня. Ну-ка, какой завтрак? О, Брай, привет, доброе утро. Я ночью договорилась с Гленом пойти по магазинам. Ему нужна помощь с выбором одежды. Он вообще с Клео хотел пойти, но у нее сегодня фест. Поэтому я предложила помочь. Раз уж Дилан меня никуда не зовет. Да. Сейчас я надеюсь, что Глен хотя бы не проспит. Ой. Ладно, пойду проверю. Так, ладно. А, кстати, как-то мало людей на завтраке. Ричард? Эй? Нет? Все еще готовишь? Так, окей, напоминаю, Санчес. Нам обязательно нужно будет к нему сходить, но перед этим... О, Клео, привет. А? О, Лолошка, привет. Сегодня пойду на аниме-фест. Но я не знаю, какой косплей выбрать. Жаль, я не смогу взять сразу несколько костюмов. Я бы хотела показать все. Мне есть чем похвастаться. Но, боюсь, мне придется нанимать грузовик для такого. Грузовик. Вообще, идея-то неплохая, но... Ладно, вряд ли я успею переодеться больше одного раза. Поэтому выберу что-то одно. Так, например, вот это. Окей, окей. То есть, погоди, начало года, а ты уже на какой-то фестиваль? Серьезно? Я думал, все отдыхают. Эй, Ричард, что там насчет готовки? Ой. Да, во. Это тебе, Ло. Что это? Удон, дружище. Надеюсь, тебе понравится. Приятного аппетита. Хе-хе-хе. И смотри, не подавись. Да, ладно, если что, я шучу. Кстати, а где Тим? Где Тим? Ой, кстати, точно, предыдущая серия. Тим заперся у себя в комнате и что-то якобы либо осознал, либо в этом духе. Кстати, Тима нет. Ричард уже кушает, поболтать мы с ним не можем. Так, и вопрос, может быть, я могу написать Тиму? Так, Глен, Клео, неизвестно. Тима нет. Что ж, тогда я напоминаю самое начало серии. Мне нужно пойти к Санчезу. Я хочу проверить, а что там вообще происходит. Уже несколько серий ни слуху, ни духу. Но раз уж нам все равно бежать через весь город, здравствуйте, CJD. Взять заказ. Итак, мистер Санчес, как говорится, здравствуйте. Ага, не открывается. Так, погоди, а что насчет той двери? Я помню, что та на замочке, и да, она действительно на замке, но я так понимаю, что если эта дверь закрыта, следовательно, в баре сейчас вообще никого. Я напомню, для своих бар открывается примерно в 18:30. Сейчас время 12:21, то есть, по сути, мне нужно заявиться хотя бы вечерком. Если я забью даже в этот день, то у меня ощущение, что это я виноват в пропуске арки. Не сюжет, а именно я. А вообще у меня вопрос, что насчет Дилана? Он пришел? Так, Ричард, привет. Брай? Что делает? Ё-моё, ну сколько можно?
Эй, Глен! Глен! А? Что, Брай, что? Глен, посмотри, сколько времени. Брай, я не понимаю, что тебе надо, С тобой вообще невозможно договариваться. Я вспомнил, блин, точно. Слушай, Брай, погоди, ща, 5 минут, буквально 5 минут. Да, ты только там не усни. Да, точно. Кстати, эй, Лолошка, ты чё там стоишь? Доброе утро. Привет. Че, меня спалили, да? Так, погоди, Глен и Брай. А что у них еще раз? Брай сегодня с Гленом по магазам. С ними неловко как-то. В любом случае, Дилан нам хочет что-то передать, сказать. А это явно важнее, чем какие-то там шмотки, продукты. Только вопрос, а где Дилан-то? Эй, алло! Время уже почти час. Так, здесь у нас получается ничего. Тима нет. О. Так. Так. Это зачем нам это показывают? Типа, просто они уходят и все? Серьезно? Ну окей. Так, ладно, получается, дома сейчас только Ричард. Возможно, с ним можно поговорить? О! Дилан! Эй, Ло, если чё, я пришел. О, Дилан, наконец-то! Именно тебя-то Эй, я здесь, привет. Да, привет. Именно тебя-то я и ждал все это время. Эй, Дилан! О, да, еще раз здорово. Слушай, Дилан, ты немножко опоздал. Твоя красоточка ушла с Гленом. Ричард, Брай не моя красотка. Да? Хе-хе-хе. А как ты тогда понял, что речь именно про нее, а? Хе-хе-хе. Да иди ты. Так, слушай, пойдем в центр, ребят. Окей, я за. Угу. Че насчет центра, Ло? Да, окей, если ты там что-то хочешь показать, рассказать, то давай. Супер. Ну тогда бери карш. Че, опять что ли? Что? А что не так-то? Да просто, поехали на метро хотя бы. Ай, там же куча народу, Ричард. Ха-ха-ха. А ты-то откуда знаешь? Был там хотя бы разочек-то? Нет, но я же... Да, вот и отлично, порешали. Пойдем. Кстати, зато выгодно, зато дешевле. Спасибо, что черный экран. Интересная зима в Хэнфорте настоящем, да? Вчера вот была лютая холодина, а сегодня, вполне приятно. Ну, вообще на острове тоже холодновато было, но не так сильно. Это все, скорее всего, из-за моря. Морской климат помягче континентального. А я посмотрю, ты хорошо учился на экологии? Мне все равно это не особо нравилось. Эй, Ло, что насчет тебя-то? Ты зиму любишь? Или тебе больше тепло по душе? Слушайте, ребят, извините, что отвлекаю. Я вот, если честно, большой фанат осени. Но не дождливая. Эй, Дилан, да погоди ты! Ребята! Смотри, вы ведь эти, блин! Это же Тим, черт возьми! Чё такое? Чё? А можно посмотреть? Итак, друзья, пришло время все исправить. Что? С этого дня мой канал прекращает свое существование. Вместе со мной. Что? Охренеть. Так, заткнись, Ричард. Будьте здесь, следите за эфиром. Черт, это тут недалеко, я успею. Должен успеть. Если что, полицию я уже вызвал, бегу. Дилан, погоди, я же... Охренеть, побежал! Чё происходит? Господи! Что несколько парадоксально, не находите? Я всю жизнь доказывающий всем и вся, что автоматоны просто железки, убеждающий своих друзей, что их облучили, если они общались с автоматонами, столкнулся с тем, что не смог отличить автоматона от человека, блин! Они, действительно, походу, такие же, как и мы. Она была, так добра ко мне. Сказала, что смотрит мои видео, но не понимает. Конечно, она не понимает. Она же долбаный автоматон. Забудьте, все, что я говорил про них. Прости, безымянный автоматон из неонового оазиса. Прости, Дилан. Прости, Рокси. Они просто хотели быть услышанными. А я не слышал. Я не хотел их слышать. Этот канал удалится через час автоматически. Настало время сделать серьезный шаг в сторону принятия. Да, я сделаю этот шаг. Сделаю. Пошел отсюда! Черт! Дилан? Почему ты это... Тим, заткнись. Я ведь называл тебя железкой. Я пытался поссорить с Ло, с Ричардом, с Брай и
Зачем ты меня сейчас спасаешь? Разве без меня автоматоном не будет лучше, а? О, Тим, какой же ты придурок, а? Все делают ошибки. У тебя просто была своя правда. В конце концов, посмотри на себя. Ты хотя бы все понял. И не надо себя наказывать. Погоди, то есть ты хочешь сказать, что ты меня не ненавидишь? О, господи, конечно нет. Слушай, пойдем лучше домой, Тим. Пойдем. Эфир, ребятки, окончен. Не на что тут смотреть, до свидания. Вот это я... Охренеть! Да Дилан, блин, герой! Ты вообще видал, как он его от края откинул, а? О. Так, тебе тоже написал? Эй, Ло, я с Тимом сейчас иду в полицию. Надеюсь, мы скоро закончим. Ричарда попросил тоже прийти, чтобы дать показания о Тиме. Ну, чтобы его хотя бы в дурку не забрали. Надеюсь, все обойдется. А вот ты лучше не светись тут лишний раз. Иди. Эй, Ло, я так понимаю, Дилан тебе тоже написал, да? Я тогда пойду? О, блин. Ни одного спокойного денечка. Но круто знать, что твой друг герой, блин. Давай, еще встретимся. Чё? Подожди, серьезно? Вот так вот просто давай пока? Капец, ё-моё, я на самом деле подумал, что все, Тиму реально кранты. Он скорее не в дурку попадет, а вот туда. Фу, я прям жестко выдохнул. Буквально за несколько секунд я испытал спектр эмоций от офигевания до ненависти к одному персонажу. И да, это все один Тим. То есть, получается, Тим вчера прибежал и заплакал не из-за того, что Дилан, Новый год, друзья и все такое, а из-за какой-то Рокси, девочка, которая его давняя фанатка, и оказывается она автоматон. И вот что я подметил, раз уж мы прямо сейчас в торговом центре, пойдем и купим побольше еды. О, 0,25. Куплю сразу штучки 4. Купить. Спасибо. Так, и пока я бегу до блогер-хауса, небольшой вопрос. Ребят, сильно слышно, что я болею и записываю эту серию именно больным? Или нет? Надеюсь, нет. Опа-па-па-па. А вот это уже интересно. Санчес. Эй, Джонни, приходи в бар к открытию. У меня для тебя работенка. Тебе понравится, компаньеро. К открытию? Ой, так погоди! 18:30 же открытие, не? А, не-не-не, 18:30 это для своих, а не для своих это, по-моему, 20:30. Короче, в любом случае, вспомнишь говно, а вот и оно! Санчес написал, наконец-то! Ну, работает окей, я в целом готов. Я и в морозилку могу, и чистоту наведу, со снайперки постреляю. И вот оно, отмычки. Вот что мне действительно не хватает, это отмычек. Погоди, компаньеро. Давай-ка мы сразу разберемся с этим вопросом. 11 железных слитков. Далее верстак у меня только внизу. Так, по идее, сначала нужны кусочки железа, потом делается проволока, все правильно. И вот оно. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же много отмычек. На самом деле 19 это уже хорошо. Давай-ка, наверное, вот эти кусочки железа на всякий случай сохраним. Может быть, на будущее пригодится. Так, а еще, наверное, надо убрать какую-то ненужную дрянь. Типа, украденные деньги. Многие люди в комментариях писали, не надо выкидывать на улице, за это штрафы. Я это на самом деле и так понимаю, но я все время забывал о том, что есть мусорная урна. И именно этим пора воспользоваться. Ну-ка. О, так, еще немножко. Опа. Ой, факел! Нет! Факел уничтожил! Новое освещение создаем, и все, к Санчезу идем. Итак, компаньера, ну-ка. О, дверь открыта, хорошо. Так, погоди, пистолеты, патроны, электрогрелки, отмычки. Не, ну в целом все окей. Так, и что же это за... задание? Привет, Санчес. О, здравствуй, Джонни. Ну что, готов к нормальному бизнесу? Да чё ж ты меня постоянно стебёшь с этим нормальным бизнесом? Я один раз эту фразу сказал, ты уже повторил раз 10. Бога ради, Диего, ты прекратишь когда-нибудь обижаться? О, Санчес, ты решил перестать заниматься алкоголем? Всегда готов? Безусловно, если ты готов начать нормально разговаривать. Так, ладно, не грубим. Давай что-то в духе, прекратишь ли ты обижаться? Ну, типа, знаете, подколоть, наверное. О, ну наконец-то. А я все ждал, когда же ты уже выбесишься. Все. Вот теперь не обижаюсь. Так, у нас сегодня дело, компаньера. Это будет крупная сделка с владельцем сети Лутуфла. Знаешь такую?
самый нормальный бизнес. Ха. Все, ладно, это был последний раз, честно. Так. Поедешь со мной. И можешь даже не говорить ничего. Твое лицо, Джонни, все скажет за тебя. Твоя маскировка, конечно, немного мешает, но... Тебе, видимо, хочется выглядеть брутальнее, да? Да и не надо смотреть на меня так. Я сразу понял, что это не настоящий шрам. Все это понимают. За исключением полных идиотов, конечно. Но они и без маскировки тебя не узнают. Ведь они же полные идиоты, Хадер. Так, вперед. Джонни, будем с парнями ждать тебя по адресу Загородный проспект 31Б. Приходи туда к 9:30. Лучше не опаздывай. Мы должны быть там раньше заказчика. Окей. Не опаздывать. А почему? Стоп. А вместе поехать и все такое мы не можем? Не можем, так не можем. Я даже через это... Так, сейчас, погоди-ка. Эй, Ло, слушай, а сейчас тебе не кажется, что лучший момент, чтобы все закончить? Типа, Марло давно ждет, что... Да и ты, наверное, уверен, что устал быть в долгу у него. Что думаешь? Может быть, скинуть ему адрес? О, да ладно! Наконец-то! Господи бога ради, наконец-то я могу хоть что-то сделать! Я-то думал, мы уже никогда не прикроем лавочку Санчеза. Да, давай, ты прав. Слушай, а может быть лучше скинуть во время сделки? Чтобы наверняка. Вдруг Санчез не придет, и это очередная проверка. Да, это же просто какая-то одна сделка. Может, лучше адреса заводов передадим? Короче, давай скинем во время сделки. По-моему, это топчик. Лишь бы, конечно, со мной ничего не сделали. Но, думаю, норм. Это резонно, но... Мгновенно Марло не соберет облаву. Да и Санчез выглядел как-то серьезно. Ты не заметил? Может, все-таки давай попробуем прямо сейчас? Рискованно, да, но... Я просто уже хочу покончить с этим, Лолошка. Ты слишком много рискуешь, оставаясь в этой тусовке. А вот это уже на самом деле звучит опасно. Окей, ты прав, отправляй. Не-не-не, погоди, Дилан, лучше не рисковать. Это хуже, чем подождать еще немножко. Хорошо, я доверюсь Дилану. Давай облаву соберем прямо сейчас. Все, супер. Отправил сообщение Марло Бренда. Хорошее решение, Ло. С Тимом, кстати, все окей. Они с Ричардом уже дома. Он и сейчас уже успокоился. Теперь пишет в поддержку, чтобы его канал восстановили. Говорит, что еще осталась правда, которую нужно донести. Лол. Так, короче, смотри, не подставляйся, мафиозник. Спасибо. О, стоп, уже 21:31. Стоп, мне же нужно вроде как успеть до 20... Стоп, прошу прощения. Я же могу выйти? Да, все окей. Так, я прямо сейчас у разработчиков спросил, какая остановка будет ближе всего, и мне сказали Западный проспект. Так, а вейпоинт-то появился? Ух ты ж, бляха-муха, это настолько далеко. Так, Западный проспект найден, поехали. I give you a nice call to tell you. Я водила. Да, спасибо, водила. И... вот он, вейпоинт. Супер близко. И я не совсем понимаю, зачем мне нужно идти прямо за город. Там реально что-то есть? Я вижу ровным счетом ничего, кроме бутылок. Только бутылки. А если подойти поближе, то не только бутылки. Погоди, мы же это, облаву от Марло Бренда сейчас готовим, да? Все правильно? Так. Опа. О, ну наконец-то, вовремя, хорошо. Хвоста не было? Конечно, не было. Ты же не пес какой-то типа Марло. А теперь к делу. Пока Кайл не подъехал, у тебя есть вопросы? Почему ночью и здесь, Санчез? Ты же сам говорил, что лучше прятаться на видном месте. Почему тебе мое лицо в качестве гарантии понадобилось именно сейчас? Ты же и раньше в розницу неплохо поставлял, если слухам верить. И самое главное, мы это делаем сейчас ночью. А не хочет ли Санчез меня подставить? Почему тебе мое лицо в качестве гарантии понадобилось сейчас? О, задаешь правильные вопросы, Джонни. Все просто. У Лутуфла сменился владелец. И, как ни странно, Кайл не сын предыдущего. Поэтому, Джонни, этого нового владельца нужно убедить, что мы порядочные люди. Вдобавок, я слышал, что он занимается контрабандой дорогого алкоголя в другие страны. Обычно, как ты знаешь, у меня все открыто. Я бы даже сказал, официально.
Не просто же так я получал лицензии. Но тут, Джонни, особый случай. Поэтому приходится отдавать дань старым традициям мафии. Так даже веселее. Такая таинственная и незаконная атмосфера будоражит кровь, Хадер. Ну да ладно, чего болтать. Надо бы уже все перетаскать да отправить почтовиков по домам. Так, то есть я все-таки не зря это делаю, да? Это, по-моему, крупная сделка для Санчеза. Марло, ты где? О, Кайл. Эй, Диего! Иди ко мне, братан! Рад снова тебя видеть! Так, а тут... О, Джон! Приятно увидеться! Да, здравствуйте. Сам мистер Харрис собственной персоной. Не ожидал вас здесь увидеть, Харрис, не ожидал. Очень рад. Знаешь, Санчес, я думал, ты приукрашиваешь немного нашу скромную сделку, а ты действительно не соврал. Ценю. Ой, да ладно тебе, Кайл. Мы с Джонни партнеры. Тем более, это его любимый виски. Оу, вот как. Ну что ж, ладно, Диего, давай показывай. Чё ж ты там мне такого привез? Так, получается это, да? Именно, Кайл, ты оценишь. Янтарный виски. Так, правда янтарный? Прошу. Так, ну-ка. Сколько здесь градусов? Оу, не знаю, -2 где-то. А что такое? Чё? Не, хорош прикалываться, Санчес. Я тоже тот еще добряк, но ты чё-то перегибаешь. Ладно тебе, просто шутка. Ровно 40, это же виски, Кайл. Да, можешь попробовать, если сомневаешься во вкусе Джона. Да нет, я, наверное, воздержусь. Не могу же я пить на работе, да? Ну ладно. Осматривать остальные ящики будешь? Ну да, конечно. Не принимай это только на свой счет, Санчес. Я не сомневаюсь, но, как понимаешь, осторожность в таких делах не повредит. Да и манеры обязывают. Ай, ладно, смотри, смотри. Времени у нас все равно полно. Прошу прощения, Харрис. Это правда ваш любимый виски? Почему? Блин, на самом деле, мне кажется, что сейчас вообще не важно, что я отвечу. Вот прям вообще не важно. Потому что я доверяю в этом вопросе только Диего. Не знаю, чем конкретно, но вы как попробуете, сразу поймете. Тот, кто разбирается, оценит по достоинству. Любитель же пройдет мимо. Это Диего так шутит. Я вообще не пью. Меня привлекает технология изготовления. Цвет, понятное дело, достигается за счет бочки. Но вот уникальный вкус можно получить только с помощью кусочков настоящего янтаря, которые бросают в бочку. Да фиг, ну давай это насчет янтаря. Да, удивительно, а? В этом весь вы, мистер Харрис. Пытливый ученый, столько создавший для этого города. Как оно получается-то? И тем не менее, какое же интересное у вас хобби, мистер Харрис. Я про... О! Происходит! Да? Да ну не Уже на землю! Руки, руки! Так, чтобы я их видел! Вы все арестованы!